Более 500 пар наушников я тестировал, более 200 пар были у меня на обзорах. И теперь к 11.11 я готов представить вам мой топ наушников. Меня зовут Саня, вы на канале Пользы.нет. Хочу сразу отметить, что на middle сейлах и ежемесячных распродажах вполне возможно наушники можно даже купить дешевле. Единственный момент, дешевле очень редко, когда получается купить телефоны. На телефоны тоже был топ. Кстати, через тот топ я разыгрываю 20 Mi Band 6 серии. 11.11 на все конкурсы, ссылки в описании, но о них я позже еще подробнее расскажу. Вы все в курсе, что в 2021 году покупать на Али стало безопаснее, чем несколько лет назад. И все приходит значительно быстрее. Недобросовестных продавцов все меньше, возвраты все проще, и, к сожалению, я больше опасаюсь Почты России, чем хитрости или недобросовестности китайских продавцов. Скажу вам больше. В определенных кругах уже поговаривают, что в подразделениях Почты России есть особые отделы порчи посылок. Это, конечно же, шутка, но вы знаете, что в каждой шутке есть доля правды. И да, ни для кого не секрет, что кроме недобросовестных продавцов есть немного недобросовестных покупателей, которые только и делают, что пытаются кинуть продавцов на товар. И таких более чем хватает. Да даже лайфхаки на YouTube есть, как это делать. Но не будем о плохом. Али сейчас реально усилила контроль за организацией ценообразования и блокирует аккаунты продавцов, которые намеренно завышают перед распродажей цены, чтобы с началом ее установить космические скидки. И не забываем, что все цены нужно смотреть в долларах, не в рублях, не в тенге, потому что наши курсы плавают. Не плавает цена на Али в долларовом эквиваленте. Если вы увидите, что она куда-то поплыла, там не покупайте, там обманывают. Самый короткий путь к правильным ценникам на Али — подписаться на мой телеграм-канал со скидками по ссылке в прикрепленном комментарии. Ибо я в режиме онлайн отслеживаю цены на самые интересные, а соответственно вам интересные товары, и выкладываю там только вкусные цены. Загляните, посмотрите, оцените. Понятно, что все нужно покупать оперативно, и если вы посмотрите на скидку неделю назад или, допустим, 15 числа на скидку 11 числа, вполне возможно, этой цены уже не будет. Так что включаем оповещение. Причем большинство из представленных на канале товаров я уже купил и сделал на них обзор на этом YouTube-канале и на канале для стримов. Но, как говорится, не будем тянуть кота в долгий ящик. Полетели. 10 место моего топа занимают Xiaomi Redmi Buds 3. Сначала кратко по плюшкам и спекам. Для начала это самые большие наушники-вкладыши от Xiaomi. И кроме этого еще здесь есть поддержка кодека aptX, рабочие сенсоры приближения, очень быстрая зарядка наушников, сенсорное управление тапами, среди которых есть регулировка громкости и неплохая автономность. Также есть программа с поддержкой русского языка, довольно компактный кейс и CVC шумоподавление. Комплект стандартный, кейс, наушники, кабель Type-C и чуть-чуть макулатуры. Кейс весит всего 32 грамма, в кармане не мешает. Емкость кейса 310 мАч. Полный цикл зарядки 2 часа 35 минут. Уши имеют быструю зарядку, за 10 минут в кейсе заряжаются до 50%. И этого вам хватит на 3 часа 30 минут проигрывания на 50% громкости по кодеку aptX. Уши от кейса можно перезарядить 3 с лишним раза. Размеры наушников поражают, это самые габаритные уши, которые я держал в руках. Однако вес одного наушника 4,5 грамма, не космос. В каждом наушнике расположен 12-миллиметровый динамический драйвер, емкость аккумулятора одного наушника 35 мАч. Отыграли на 50% громкости по кодеку aptX, они у меня 6 часов 24 минуты. Полный цикл зарядки всего 30 минут. Защита от пыли и брызг IP54, оригинальное приложение, конечно же, только на китайском. Но на Fopoda есть переведенная версия. Также появилось альтернативное русское приложение. Из кодеков только aptX и SBC. Bluetooth версии 5.0 последний. Задержки на YouTube минимальны, а в играх они чуть больше, но не критичны. Звук у наушников средний, на большой громкости все частоты в куче. Сцена чуть больше средней, запаса громкости достаточно. Басы плосковаты, но есть. Про звук и примеры микрофонов намного подробнее в обзорах на данные наушники. На все эти наушники, представленные в топе, есть отдельные обзоры на моем канале. По ссылке в описании к видео можете посмотреть на них и послушать, как работают микрофоны в самых неблагоприятных, по моему мнению, условиях. Обычно я их тестирую рядом с дорогой. Минусы. Беспроводной зарядки бокса нет активного шумоподавления, нет режима прозрачности, хотя он здесь и не нужен во вкладышах, но я встречал вкладыши с ним. Мультипоинта нет игрового режима, сенсоры приближения микрофона сейчас работают не совсем корректно, но и размер этих ушей больше стандартного. Цена 11.11 будет в районе 1800 рублей, что является очень вкусным предложением для них. И напоминаю еще раз, что полноценные обзоры еще раз в описании. При том, что реально топов на канале по наушникам около 28. Есть топ наушников с активным шумоподавлением, топ среди вкладышей, притом их 2, топ среди затычек, топ по звуку и топ наушников, которые идеально, по моему мнению, по звуку подходят к айфону. Это не AirPods. Так что обязательно смотрим описание, либо мой канал и смотрим про наушники. Плюс на канале для стримов есть топ 100 наушников по микрофонам. То есть, если хотите и ищете микрофоны себе, садитесь и 2 часа слушайте, что вам больше понравится. Условия для всех были одни и те же. Плюс-минус там разница. На 9 месте моего
сегодняшнего топа находится Huawei FreeBuds 4i. К плюсам отнесу фантастическую компактность, дизайн бокса практически уникальный, удобное сенсорное управление, активный шумодав и режим прозрачности. Несколько расцветок наушников, анимацию со смартфонами Huawei, рабочая программа для управления и перепрошивки. Реальная автономность около 10 часов на 50% громкости, которой вам хватит. Последняя версия Bluetooth 5.2, полное отсутствие видимой задержки и хорошие микрофоны. Данные уши в Китае с началом продаж за сутки купили в количестве 170 тысяч пар. Комплект стандартный, уши, бокс для зарядки, пара сменных амбушюр, документация и кабель для зарядки Type-C. Если у вас смартфон от Huawei, то настройка чуть проще, а остальным можно скачать программу по QR-коду. В программе настраиваются нажатия, режим прозрачности, обновление прошивки. Одиночных тапов нет, функция прозрачности просто супер, автопауза отрабатывает на ура, ее можно отключать. Бокс маленький, компактный. Емкость бокса всего 215 мАч, полная зарядка бокса за 1,5 часа. Размеры и вес наушников и бокса на экране, быстрая зарядка на борту, за 10 минут в боксе уши заряжаются на 60%. Бокса хватает примерно на одну полную, еще примерно на 30% зарядки наушников. Емкость аккумуляторов наушника одного 55 мАч, на 50% громкости, которой всем хватит, уши отыграли 9 часов 52 минуты без активированного активного шумоподавления. Чуть-чуть я округлил в начале. С включенным ANC уши отыграли 7 часов 23 минуты на 50% громкости. Подключение к ранее сопряженному смарту при открытии крышки быстрое. Уши довольно компактные, подходят даже ребенку. Сенсоры приближения работают без нареканий, переподключение между наушниками бесшовное, по одному они работают. Защита от влаги IP54, микрофоны работают отлично. Драйвера на 10 мм выдают хороший звук. Низы, средние частоты отыгрывают хорошо, высокие частоты не обрезаны вообще практически. Запас громкости хороший, на максималках каши нет. Минусы: всплывающие окна есть только на смартах Huawei, шумодав лучше, чем в Huawei FreeBuds 3, но они же вкладыши, но хуже, чем в любых других полноразмерных наушниках. Всего 3 функции можно завести на сенсоры, что не густо, а мало. Саморазряд бокса, к сожалению, присутствует, за 12 часов минус 5% заряда, что прилично. Кодеки только стандартные AAC и SBC, нет мультипоинта, нет эквалайзера в программе, амбушюры не очень стоковые, беспроводной зарядки бокса, разумеется, нет функции изменения громкости с наушников, и с iOS устройствами они у меня глючили, по крайней мере у меня во время тестов. Цена на селе 11.11 будет 3466 рублей, если не поменяется доллар. Это очень хорошее предложение на них, они обычно стоили в районе 79 долларов. Играют они гораздо лучше своей цены, однозначно рекомендую. Опять же, все вполне возможно, вы видели на middle сейлах дешевле. Я сейчас рассказываю о том, что сейчас есть или сейчас будет 11.11. Восьмое место моего топа наушников я отдаю Realme Buds Air 2. К плюсам данных ушей я отнесу 5 часов автономности на 100% громкости, быструю зарядку наушников, за 10 минут в боксе они выдают 2 часа звучания, внешний вид просто огонь, хороший активный шумодав, адекватная программа, полные, довольно неплохие сенсоры приближения, великолепное звучание, комплект стандартный, бокс глянцевый, емкость на 400 мАч, на 3 перезарядки его хватает. Заряжается бокс полностью за 2 часа, программа для сопряжения и настройки есть, Realme Link. После подключения наушников к программе вы сможете видеть заряд наушников и бокса. В программе можно настраивать тапы, выбирать усиление звука, режимы шумодава и многое другое. Сенсоры приближения отключаемые, это хорошо. Автономность 5 часов 20 минут без активированного активного шумодава на 100% громкости. Есть функция быстрой зарядки, за 10 минут в боксе наушники отыграют 2 часа на 50% без активированного ANC. Полностью уши в боксе заряжаются за час. Шумодав не супер, слабоват по мне, но на то и у них и ценник не космос. По одному уши работают, переподключение бесшовное, защита от влаги IPX5, Bluetooth версии последние 5.2, кодеки стандартные AC и SBC. Задержки в YouTube нет, а вот задержка в играх очень сильно зависит от вашего девайса. Запас громкости ушей огромный, на 80% начинается каша из инструментов. Звучание сбалансированное, без перекосов, басы есть, притом многоуровневые, средние не завалены. Высокие частоты тоже есть. Минусы: нет беспроводной зарядки бокса, нет возможности изменять громкость наушников, пресетов эквалайзера всего 3, маловато, режим прозрачности слабоват, как по мне, нет поддержки кодеков высокой четкости, мультипоинта нет анимации подключения, нет встроенного в программу эквалайзера, программа не поддерживается на устройствах Apple, но в паре с айфоном уши играют очень достойно. Цена на распродаже в районе 2900 рублей. Плюс-минус. Очень достойная для данной модели, советую. Еще раз, этот топ сформирован из тех наушников, которые максимально выгодно можно купить, и те наушники, которые я могу посоветовать именно на этом сейле. В описании обязательно добавлю список топов, актуальных для ТВС. Вне зависимости от ценника, дальше сами, либо в моей телеге, либо где-то ищите цены выгодные. Во всяком случае, Соньки 4, к сожалению, вы не сможете купить на сейле супер выгодные. Я и во всяком случае их не видел. Найду, скину с максимально выгодным ценником уши, которые я могу посоветовать. На 7 месте моего топа Anker Soundcore Live P3. Новиночка. К плюсам отнесу активный шумодав
шумодав ANC, функция прозрачности, неплохие микрофоны, отличные улучшалки звука, великолепный настраиваемый эквалайзер. Комплект не совсем стандартный, точнее он расширен за счет комплектации 4 парами сменных амбушюр, плюс те, что на наушниках. По итогу подобрать амбушюры под себя будет легче. Бокс имеет форму морской гальки, правильной формы. Габариты вполне компактные, вес 50 граммов. Аккумулятор бокса имеет емкость 800 мАч, позволяет 5-6 раз перезарядить наушники. Полный цикл заряда бокса составляет 2 часа 55 минут. Быстрая зарядка наушников есть, за 15 минут уши заряжаются на 20%. Беспроводная зарядка бокса есть, и это радует. Сами наушники классической формы, размер вы видите на экране, вес каждого 5 граммов. Емкость аккумулятора каждого наушника 63 мАч. Полностью наушники заряжаются за 1 час 10 минут. С включенным активным шумоподавлением на 100% громкости наушники отыграли 3 часа 45 минут. На 50% громкости с теми же настройками отыграли 6 часов 57 минут. Управление наушниками посредством сенсорной панели ложных нажатий не было. Одним касанием можно отключать для защиты от ложных касаний. В каждом наушнике находится драйвер размером 11 мм. Режим прозрачности не раздражает. В шторке смартфона заряд наушников виден. Работают по одному, переподключаются бесшовно. Есть защита от влаги IPX5. Приложение Soundcore доступно как на Android, так и на iOS системах. Оно довольно функциональное. Русский язык поддерживается, прошивку обновить можно. Есть 3 режима шумодава в помещении, на улице и в транспорте. У режима прозрачности есть 2 ступени. Полный режим прозрачности и режим речи. У эквалайзера есть пресеты. Также можно настроить его вручную. Задержки на YouTube минимальные, в играх также незаметны при условии включения игрового режима в приложении. Микрофон и ветер глушат отлично, как и окружающие шумы. Звучание объемное, бас яркий, каши при воспроизведении музыки нет, если вы не активируете ANC. Звук глубокий и детальный, запас громкости для меня более чем достаточный, но кому-то его может не хватать. Минусы: присутствует саморазряд бокса, хоть и небольшой, включение шумодава искажает воспроизводимую музыку, нет сенсоров приближения, нет мультипоинта, нет анимации при подключении к смартфону, в приложении нельзя узнать заряд бокса и наушников в процентах. Bluetooth не самой последней версии 5.0, кодеки только стандартные AAC и SBC, микрофоны слегка расстроили. Взять на распродаже 11.11 их можно будет за 4700 рублей. С купоном и промокодами. Это отличная цена для них, учитывая их качество. Все промики, опять же, можно найти в моей телеге. Не обязательно их использовать, можете найти какие-то другие, но они у меня есть и именные. И из самых, наверное, веселых, это 800 рублей от 7000. Я уверен, что промики разлетятся быстро. Так что смотрим себе и копируем. А главное, вовремя используем. На 6-е место моего топа OnePlus Buds Pro я поставил. К плюсам данных ушей я отнесу нестандартную форму кейса с защитой от пыли и влаги IPX4, приятный дизайн наушников, отличную автономность. Вместе с кейсом наушники отыгрывают до 28 часов с включенным активным шумоподавлением и до 38 часов с выключенным. Музыку для медитации можно сохранять прямо на наушнике и слушать независимо от того, есть ли под рукой в данный момент смартфон. Быстрая зарядка у кейса и наушников, умный шумодав и режим прозрачности, а самое главное — отличное звучание за свои кровные. Комплект стандартный для наушников, размеры кейсов вполне компактные, вес 52 грамма. Сборка кейса качественная, сам кейс матовый, отпечатки не собирает, и это хорошо. Емкость аккумуляторного кейса 520 мАч, полностью заряжается за 40 минут. Есть быстрая зарядка не только самих наушников, но и кейса. За 10 минут кейс зарядился на 20%. Уши от кейса можно зарядить 3 раза полностью. Саморазряда нет. Дизайн у наушников необычный. Верхняя половина изготовлена из матового пластика, а ножка покрыта алюминием. Габариты не самые большие, вес наушника 4,3 грамма. Сенсоры приближения есть, работают. Управление осуществляется тапами, 11-мм динамические драйвера в каждом наушнике. Шумодав ANC имеет 3 режима, режим прозрачности довольно реалистичный. Заряд наушников в шторке виден, по одному работают, переподключаются бесшовно. Емкость аккумулятора каждого наушника 40 мАч, полный цикл зарядки ушей 50 минут. Заряд держит на 100% громкости без активированного активного шумоподавления около 3,5 часов. Защита от пыли и брызг у наушников IP55, приложение для настройки и управления наушниками Hey Melody. На iOS-системах тоже работает, что хорошо. Bluetooth версии 5.2, кодеки поддерживаются AAC, SBC и LHDC. Задержки в YouTube нет, в играх есть, но минимальная она. Микрофоны отрабатывают хорошо для своей стоимости, окружающие шумы глушат приемлемо. Звучание отличное, на 100% громкости каши сильной нет, запас громкости более чем достаточный, сцена широкая, звучание объемное. Предпочтений по жанрам у наушников нет. Если подключать их по кодеку LHDC, то разница просто космос. Минусы: нет мультипоинта, сенсоры приближения работают с незначительной задержкой, анимация присутствует только на смартфонах OnePlus. На смарте OnePlus приложение заглючило и отказалось работать лично у меня. Пришлось тестировать уши с айфоном. Перевод в приложении слегка на данный момент кривой, но все необходимое доступно и понятно. Нет игрового режима, кодек LHDC имеется в наличии не на всех смартфонах. Цена на сейле 11.11 в районе 7500 рублей, что на 2000 меньше, чем без сейлов. Хотя, возможно, их можно будет купить еще дешевле. Так что настоятельно рекомендую
рекомендую рассмотреть их к приобретению, если вы присматриваете себе уши на распродаже. Полный обзор есть, еще раз повторяю, на моем канале. Уши, в принципе, 7000 на middle сейлах стоили, поэтому особо бежать, если вы не уверены, что сейчас они вам нужны, смысла нет. Но если у вас телефон OnePlus, must have они. Если нет, то я еще скажу, что я вам от себя советую. Пятое место моего топа занимает Amazfit PowerBuds Pro. К плюсам данных ушей отнесу мониторинг сердечного ритма, что уникально при физической нагрузке. Из наушников только Amazfit делают подобное. Напоминание о положении шейного отдела позвоночника, отслеживание спортивных данных, интеллектуальное распознавание бега и режима бега. И эти спеки совсем не о смарт-часах, как вы понимаете. Интеллектуальная защита слуха, активный шумодав до 40 дБ с 4 разными режимами, шумоподавление вызова с помощью 3 микрофонов, режим прозрачности. Независимый акустический модуль, спокойные средние и четкие высокие частоты, эргономичный и стильный дизайн. Защита от пыли и влаги IP55, автономность с зарядным кейсом до 30 часов с выключенным ANC, быстрая зарядка, сенсорное управление тапами и удобное официальное приложение на родном языке. Размер наушников уже адекватный по сравнению с первой их версией, а функции уже больше. Практически все плюшки раскрыл во вступлении, комплект стандартный, упаковка красивая, со спеками, в том числе и на русском языке, разобраться легко, зарядный кейс из матового пластика аккуратный, средних размеров, вес всего 42 грамма. Емкость аккумуляторного кейса 510 мАч, есть быстрая зарядка, полностью кейс заряжается зарядным устройством на 33 Вт порядка 2 часов 20 минут. Не быстро, ну а зачем вам быстро? Но саморазряда кейса нет, что плюс. Весит один наушник 6,6 граммов, неудивительно сколько всего туда понапихано, правда? Размеры имеют не гигантские при этом, но большие. Датчик приближения есть, что хорошо, также есть акселерометр, датчик давления, сенсорная панель управления. На ножке каждого наушника есть специальный выступ, за который амбушюр держится, поэтому подобрать нештатные амбушюры будет нелегко. В правом наушнике есть оптический датчик сердечного ритма ППГ, работает неплохо. Активный шумодав ANC имеет режимы адаптивные, путешествие в помещении и тренировка. Несмотря на заявленные децибелы, гасимых шумов, полностью он шумы не давит, что и понятно. Режим прозрачности передает звуки довольно реалистично, но с посторонним шумом. Заряд наушников в шторке виден, по одному уши работают, переподключаются бесшовно. Емкость аккумулятора одного наушника 68 мАч, до 100% уши заряжаются 40 минут. Быстрая зарядка ушей есть, за 15 минут зарядки в кейсе уши будут играть 2,5 часа на 50% громкости. С полного заряда уши могли играть 5 часов 45 минут на 50% громкости с включенным ANC. Приложение ZEP работает как на Android, так и на iOS устройствах. На русский переведено «Настроек моря». Музыку выше 60% громкости слушать не советую, можно оглохнуть. Bluetooth версии 5.0 не самый последний. Звучание неплохое, каши на максимальной громкости практически нет. Но басы чуть-чуть перекрывают собой средние частоты. Есть небольшой перебор мягкости в высоких частотах, даже тембральный окрас есть. Минусы: нет беспроводной зарядки, штатные амбушюры не суперского качества, можно поискать получше. Громкость наушников регулировать нельзя. Анимация на смарте есть только если открыто приложение ZEP, либо оно в фоне. Мультипоинта нет, сенсоры приближения работают с небольшой задержкой. Кодеки только AAC и SBC, задержки на YouTube незначительные, но есть. В играх задержки довольно заметны, и это печаль. Шумодав не топ, но неплох. Такое количество функций в наушниках нет на данный момент ни у кого. Если кого-то интересует измерение пульса с помощью наушников, цена на распродаже будет неплохой. Можете попробовать взять, главное успеть использовать и промокоды, и купоны. Но если вам больше интересен шумодав и качество воспроизведения музыки, есть, конечно же, и другие претенденты. Допустим, на 4 место я поставил Oppo Enco Free. К плюсам данных наушников относится активный шумодав, наверное, лучший в сегменте до $100. Драйвера DIN Audio, трехъядерный чип для обеспечения активного шумоподавления ANC, режим автопаузы, 3 микрофона с алгоритмом снижения шума ветра, это стандартный CVC, автопауза, управление тапами, игровой режим с низкой задержкой, персонализированное усиление звука и до 30 часов воспроизведения музыки. Защита от влаги на борту, но номинально. Комплект стандартный, амбушюр в комплекте 3 пары, как у большинства, кейс пластиковый, глянцевый, габариты стандартные, вес 39 граммов, емкость аккумулятора кейса 480 мАч. Перезаряжает наушники он полных 4 раза и 5 наполовину. Быстрая зарядка на борту, за 5 минут заряда в кейсе уши проработают 1,5 часа на половине громкости. Полный цикл зарядки 80 минут по проводу, сами наушники глянцевые, из ушей не выпадают даже при занятиях спортом. Выглядят стильно, вес одного наушника 4,4 грамма, аккумулятор здесь на 41 мАч, полностью сенсорные панели наушников управлять можно, это очень хорошо. Функции практически все можно изменять с сенсоров. Производитель заявляет шумодав до 42 дБ, что очень круто. Драйвера на 10 мм, защита от влаги и пыли IP54. На 100% громкости уши отработали 7 часов без включения ANC. С ним автономность можно смело делить пополам. Без активации активного шумоподавления и режима прозрачности производитель заявляет о 30 часах работы. Полностью
Полностью уши в кейсе заряжаются за 90 минут. Автоподключение при открытии крышки есть. К ранее сопряженному устройству подключаются они моментально. Автопауза отрабатывает хорошо. По отдельности уши работают, переподключение бесшовное. Официальное приложение Hey Melody доступно как на iOS, так и на Android. Оно максимально удобное и настраиваемое. Заряд наушника и кейса показывает. Есть персонализированное усиление звука, и оно работает. Игровой режим есть. Эквалайзер из 4 предустановленных настроек. Bluetooth версии 5.2. Задержки на YouTube нет. В играх при активации игрового режима практически нет. Очень хорошо минимализировали они задержку. Микрофоны отрабатывают хорошо, шумодав тоже хорошо. По звуку ситуация следующая. Они отыгрывают 100% своей стоимости. Частоты не налазят друг на друга даже на максимальной громкости. Каши здесь нет. Звучание детальное, бас слоистый. Разницы в воспроизведении музыки между андроидом и iOS-системами нет. Высокие частоты здесь хороши, что странно для затычек. Но опять же, если говорить про звук, Comfobuds Pro они проигрывают. И обзор на них вы тоже можете посмотреть на канале. Минусы. Комплектные амбушюры не фонтан. Кодеки поддерживаются только стандартные AC и SBC. Есть небольшие искажения голоса при активации активного шумоподавления и больших внешних шумах. Беспроводной зарядки нет. Нет русской озвучки в наушниках, и в принципе это все минусы. Цена на сейле будет в районе 4000 рублей плюс-минус 200, что гораздо ниже обычной цены в $79. Даже за полную стоимость, по мне, они оправдывают каждый вложенный рубль, а уж по скидке просто must-have для тех, кто ищет не очень дорогие, но хорошие ТВС для музыки. Опять же, я надеюсь, что у вас у всех есть, у большинства, красные купоны, и тогда конкретно этот ценник будет намного меньше. Но мы сейчас говорим о том, что, допустим, купонов у вас нет, и вы можете использовать только промокоды. И да, если смотреть на смартфоны, там скидки, конечно, намного серьезней, потому что наушники бесплатно вам отправлять тоже никто не будет. Все равно каким-то образом им нужно отбивать стоимость. Третье место моего топа заняли Huawei FreeBuds Pro. И я считаю, что среди ТВСок это идеальный выбор, если они вам залезут в уши. К плюсам данных ушей отнесу и наличие беспроводной зарядки кейса, нормальные сенсоры приближения, рабочий шумодав и функцию прозрачности, отличную автономность, целых 7 часов, наличие анимации и программы для управления функциями, датчик сжатия на ножках, нереальное звучание, правда, при наличии смарта Huawei. Но и без него тоже топ, я их использую так же, как Sony 4 в обычной жизни, то есть это одни из моих личных наушников, которые я считаю фаворитами. Bluetooth версии 5.2, рабочий мультипоинт на 2 устройства, что очень удобно, комплект стандартный, вес кейса 62 грамма, вес одного наушника с амбушюром около 6 граммов. Максимум уши могут отыграть 30 часов на 50% громкости без включенного шумодава и функции прозрачности, и только в связке со смартом Huawei. Быстрая зарядка наушников на борту, за 37 минут в кейсе уши заряжаются полностью. Сам кейс по проводу заряжается за 1 час и за 2 часа по беспроводной зарядке. Программа Huawei AI позволяет настраивать уши, обновлять прошивку и так далее. Проверка правильности подбора амбушюр также в наличии. Сенсоры приближения работают без нареканий, активный шумодав работает не максимально хорошо, но для своей стоимости топ. Задержки в YouTube и в играх заметной нет, шум метрополитена побеждают наушники уже на 70% громкости, естественно, с активированным активным шумодавом, и если вы правильно подберете под себя наушники. По звуку уши показывают просто топовое звучание. Высокие частоты воспроизводятся отлично, объем просто нереальный, низкие и средние частоты не обрезаны. Середина натуральная, никуда не задрана и не опущена. Минусы — это сомнительные габариты, крупный бокс, правый наушник разряжается у меня быстрее левого, пенные амбушюры в кейс пока не уместить, кодеки только стандартные AAC и SBC. На сейле 11.11 цена будет в районе 6900 рублей, и если стандартная цена на них около $150, вы понимаете, что брать их нужно прямо обязательно, если вы еще не решились, какие уши купить. И не забываем, что глобальная версия отличается от китайской довольно прилично. Ссылку на ролик с подтверждением отличий глобальной и китайской версии по Huawei FreeBuds 4, а не прошкам, я добавлю обязательно в прикрепленном комментарии. Ну а цена в российских магазинах больше, чем на Али, примерно на процентов 50, даже во время сейла. Выводы, надеюсь, сами сделаете. На второе место сегодняшнего топа я поставлю полноразмерные наушники Huawei FreeBuds Studio. Подождите, скажете, Саня, ведь это другой тип ушей. На что я вам просто отвечу цену на сейле, и вы все поймете сами. Кратко по плюшкам данных ушей. Есть мультипоинт, отличный шумодав, премиальное качество материалов, отличный внешний вид, новый хуавеевский кодек, который по спекам не хуже соневского LDAC, сенсоры приближения, которые работают отлично, шикарный кейс для переноски, комплект хорош, программа устанавливается, все функции наушников в ней можно настраивать. Громкость меняется свайпами по чашке, очень удобно. Автовыключение есть, сборка на уровне, амбушюры из кожзама, и уши у меня начинают потеть где-то через 1,5 часа, но это у меня. Вес 260 граммов, разъем Type-C на наушнике, емкость аккумулятора 410 мАч, время зарядки с 0 до сотки всего 1 час. С активированным активным шумоподавлением автономность около 20 часов. Без него работают примерно сутки. После 10 минут зарядки уши могут отыграть 10 часов на 50% громкости. Шумодав и функция прозрачности отрабатывают на отлично. Искажений в музыке при активации ANC по минимуму. Сенсор
Сенсоры приближения в программе отключаются, что неплохо. Сенсорная область только на правой чашке и работает только если наушники на голове. На левой чашке есть кнопка переключения шумодава, на правой чашке кнопка для сопряжения. Там тоже есть диод индикации. Bluetooth версии 5.2, отличная стабильность связи, кодеки фирменные L2HC, который работает только на смартфонах Huawei P40 Pro и новее. AAC и SBC тоже в наличии. Задержки в YouTube играх не было, микрофоны работают отлично, запасы громкости с головой, высокие частоты звук не режут. Все жанры отыгрываются максимально адекватно, низкие частоты многослойные со средним басом, средние слышно отчетливо. Минусы: наушники не складываются как другие, поэтому чехол компактным не назвать. Работают наушники только по Bluetooth, по проводу, к сожалению, не подключить. При ношении наушников на очках или волосах активный шумодав теряет свои свойства, как у большинства, в принципе, накладных, полноразмерных. Носить с очками неудобно, максимально хорошее звучание только по кодеку L2HC. По другим кодекам уши работают посредственно, но не убого. Встроенного в программу эквалайзера нет, защиты от влаги нет, ну и по цене то, сколько за них просят в наших магазинах, просто бред. Больше 21 тысячи рублей отдавать за эти наушники однозначно не стоит. На сейле они будут в районе 9,5 тысяч рублей. Опять же, если у вас будет какой-нибудь жирный купон, они вообще вам обойдутся в 7 тысяч. И это делает их особенно интересным приобретением, если у вас смартфон Huawei, либо даже если нет, если вы их купите за 7 с копейками. Остальным я бы порекомендовал обратить внимание либо на обладателя первого места, либо третьего. Первое место моего топа ушей, которые стоит рассматривать к покупке 11.11, занимают Ankyra Soundcore Q30. Именно Q30, а не Q35, и ценник здесь имеет значение. Цена на сейле 4500 рублей без учета кэшбэка по вашей карте и кэшбэка от партнеров и возможности того, что у вас есть какой-нибудь красный купончик. По итогу за минимальный прайс вы получите одни из самых хороших полноразмерных беспроводных наушников по разумной цене. К плюсам данных ушей отнесу целых 60 часов автономности, минималистичную упаковку, возможность работать как по воздуху, так и по кабелю, отличные микрофоны, отличный режим активного шумоподавления, быструю зарядку. За 5 минут зарядки вы получаете 4 часа звучания на 50% громкости. Есть NFC для моментального сопряжения со смартфоном, режим прозрачности и 22 пресета эквалайзера, включая ручную настройку. Басов даже с избытком, 3 режима активного гибридного шумодава, который реально работает, комплект хорош, наушники, кабель Type-C, кабель AUX с 3,5 мм для прослушивания по проводу, симпатичный тканевый чехол на молнии и инструкция. Русского языка, к сожалению, нет. Вес наушников порядка 260 граммов, материалы качественные, амбушюра из кожзама и пены с эффектом памяти. Маркировка чашек нанесена прямо на сетку внутри. Сами уши поворачиваются внутрь и наружу на 15 градусов и на 90 градусов влево и вправо. На борту мультипоинт на 2 устройства. Респект за это Ankyra. Управление осуществляется физическими кнопками на чашках, это хорошо. На правой чашке есть отверстие для мини-джека, на левой чашке кнопка активации шумодава. Отверстие для зарядки Type-C и кнопка питания, а также светодиод индикации. Быстро сменить режим шумодава на режим прозрачности можно, поднеся руку к правому наушнику. Единственное, будет стираться постепенно. Лейбл, и это факт, он стирается. Приложение у Anker хорошее, полностью на русском языке. Кроме стандартных настроек, которые я уже перечислил ранее, в приложении с этими наушниками есть так называемый белый шум разных типов, с помощью которого можно отдохнуть и расслабиться. Если вы не поняли сарказм, это специально записанные звуки, чтобы вы отдыхали. Природные звуки, такие как шум моря, пение птиц, шум дождя и так далее. Это не глюк, это не баг. 3 режима шумодава на борту, в помещении, на улице и в транспорте. С включенным активным шумоподавлением наушники проработали почти 40 часов на 70% громкости, без активированного активного шумодава чуть менее 60 часов. Если уши разрядились, просто подключайте их по кабелю AUX и все. Или заряжайте их в течение 5 минут и получайте обещанные 4 часа проигрывания на 50% громкости. Аккумуляторы в наушниках имеют емкость 720 мАч. Для полной зарядки им нужно чуть меньше 2 часов. Сменные амбушюры в продаже на Али, притом их море. Уши воспроизводят музыку довольно хорошо, я бы сказал, отлично за свою цену и ничуть не хуже, чем Q35. Звуковая сцена широкая, инструменты не смазаны, высокие отрабатывают не совсем так, как ожидалось, но хорошо. Басов более чем достаточно, при переходе на звучание по проводу высокие частоты заметно оживают. Метро активное шумоподавление глушит даже через шапку, правда только на максимальной громкости. Минусы: кодеки только стандартные AAC и SBC, пена в амбушюрах продавливается уже очень сильно, но на носку это никак не влияет. Оголовье из пластика и металла, нужно быть предельно осторожным при использовании. На Али есть отзывы людей, у которых ломалось крепление наушника, хотя их мало. Значки Anker на чашке блестящего золотистого цвета выглядят дешево, и значок на правой чашке может стереться быстрее, и он сотрется быстрее. Люфт у кнопок присутствует, это не очень хорошо. Процент заряда наушников в приложении не отображается, хотя в настройках смартфона заряд наушников отображается с шагом 10%. Bluetooth не самой последней версии 5.0, нет защиты от влаги, запас громкости не лютый, кожзам амбушюр делает долгое ношение не совсем комфортным. Уши начинают потеть. Задержка в YouTube играх заметна, прилегание для спорта, как по мне, неудобное. При переходе на проводное звучание пресет эквалайзера в ушах
так перестают работать, но оно и понятно. Все индивидуально, я советую всем, кто надумал покупать данные уши, так же, как и любые другие при наличии возможности, предварительно послушать их в магазине, примерить, а уж потом заказывать на Али. Цена на сейле 11.11 для них просто жир и блеск. Если брать беспроводные наушники, опять же, дополнив, из разряда лоу-коста, то есть дешевых беспроводных наушников вкладышей, я посмотрел бы на вашем месте на обзор на наушники Halo Muripods. Я не буду перечислять их спеки. По факту, если вы решите купить себе что-то дешевое из разряда вкладышей, смотрите обзор, смотрите вне топа, у меня ссылку в описании, промики обязательно добавлю, и примерно вы узнаете, сколько они будут стоить, но примерно так же дешево во время любой распродажи они и стоят. Если брать вкладыши, самые лучшие вкладыши, и никаких подобных вы никогда не купите, это Huawei FreeBuds 4. Эти FreeBuds 4 в китайской версии, в отличие от глобальной, имеют беспроводную зарядку, и в отличие от глобальной версии у них не люфтит крышка верхняя. И это единственные вкладыши, у которых есть активный шумодав, притом он работает, притом классно, и у них нереально крутое звучание, у них есть бас, хотя это с точки зрения физики для меня лично непонятно, они очень крутые. Запоминаем, если найдете еще дешевле, чем у меня по ссылке, круто, если нет, опять же, желательно все это дело пытаться купить с красным купоном, тогда и смысл как раз 11.11 их покупать. Если брать затычки, это однозначно по звуку OneMo Xiaomi ComfoBuds Pro. После того, как вы их прогреете, да, именно с ними это работает. Вы получите лучший звук, наверное, в категории до $150, если не брать те же Soundcore, которые довольно сложно будет 2 Pro запихать вам в уши, или вы купите также там за $150. Лучше, конечно, их, но на ComfoBuds Pro стоит в 2 раза дешевле. И вот в категории, ладно, до $100 они супер-мега топ. Дороже ничего не поменялось. Soundcore 2 Pro берите на сейле, будет мега круто. Ну а если вы не стеснены в средствах, и вы, в принципе, смотрите этот обзор не для того, чтобы сэкономить, а чтобы узнать, что-то поменялось в мире ТВС или нет, Sony 4 после обновы имеют лучший звук, что лично я слышал. Можете ходить в магазины, желательно ходить со своим источником, слушать те наушники, которые уже обновлены в магазинах, потому что Соньки из коробки играли в разы хуже, 4 я имею в виду, то есть желательно в том же флаке и желательно по кодекам высокой четкости. В принципе, в ТВС-ках мало что поменялось. Еще один топ на канале будет умных часов, опять же, по моему мнению, и выгодных на 11.11. Скорее всего, я выгружу его как раз 11 числа. Напоминаю, что 20 Mi Band разыгрываются среди подписчиков. Все условия в ролике по ссылке в описании к видео топ-10 смартфонов. Смотрим и участвуем. Если вы хотите выиграть одни из 2 часов, также смотрим ролики, участвуем. Pixel 5a смотрим ролик, участвуем. Pixel Buds A смотрим ролик, участвуем. И еще Narza 50. Вот так много розыгрышей. 11.11 я разыграю 20 Mi Band. Все остальное, если наберем достаточное количество лайков, а я думаю наберем, потому что на часы уже набрали, 30 ноября. 11 числа где-то в 8 часов, может быть в 9 я начну стрим. Будем делиться, кто что успел урвать, и все это было враньем или нет, как раз узнаем. 10 числа я буду консультировать, опять же, на стриме, что кому интересно из того, что я могу найти, и из тех промокодов, которые я могу для этого предложить. И надеюсь, что идея норм. Пишем в комментариях, придете вы или нет. Буду рад всех видеть. Не забываем подписываться с колоколом, подписываться на телеграм скидок, телеграм-канал взаимопомощи в описании, писать, с чем вы не согласны, либо с чем согласны. Может быть, у кого-то эти девайсы уже на руках. Девайсам всем в моем топе. Да, добра и удачи вам, дорогие друзья.